Привет! В этом видео я расскажу главное про сплит-системы Dantex серии Advance и Advance Pro. Режимы работы, интересные фишки, полезные технологии, в общем, все, что действительно стоит знать об этих кондиционерах. Поехали! Серии 2 Dantex Advance и Advance Pro, и логично будет сразу обозначить отличия. Собственно, что дает приставка Pro в названии? Все просто. Модели Advance Pro с инверторным компрессором, а Dantex Advance — это компрессор классический с фиксированной производительностью. Инверторный компрессор — это экономия электроэнергии благодаря алгоритму работы. Нет постоянных включений с максимальной мощностью, как у классики. Сначала частота вращения компрессора и, как следствие, выходная мощность максимальная, но постепенно по достижении нужной температуры она снижается, и дальше температуру уже просто нужно поддерживать, и для этого хватает минимальных значений мощности. С учетом того, что кондиционер может работать долго и пользуется им часто, экономия электроэнергии в случае с инверторным компрессором может быть довольно заметной, особенно если используется несколько кондиционеров в доме, например. Еще инверторный компрессор — это увеличенный срок службы без постоянных включений и выключений, пиковых мощностей, меньший износ. Плюс более тихая работа. Хоть сам компрессор и находится в наружном блоке, это все равно важно и для комфорта владельцев и соседей. Часто, если это не квартира, а дом, наружный блок находится где-то рядом с террасой, зоной отдыха, детской площадкой, и тогда его тихая работа особенно важна. В общем, кондиционеры Dantex Advance — это классический компрессор, а Dantex Advance Pro — инверторный. Понятно, что последний немного дороже. Кондиционеры обеих серий Advance и Advance Pro работают на охлаждение и на обогрев. В частности, инверторные модели Advance Pro могут согреть воздух в помещении, даже если за окном минус 15 градусов, до минус 15. У моделей обеих серий есть еще режим вентиляции, когда в помещении просто создается воздушный поток без изменения температуры воздуха. Плюс режим осушения воздуха. В режиме осушения кондиционер старается забрать из воздуха влагу без существенного изменения температуры. В авторежиме, он есть в обеих сериях, кондиционер Dantex может варьировать свою работу для поддержания нужной температуры, переключаться между режимами охлаждения, обогрева или вентиляции. Кроме 4 основных режимов работы и авторежима, в кондиционерах Dantex Advance и Advance Pro немало других полезных опций. Конечно, можно самостоятельно устанавливать интенсивность обдува, скорость работы вентилятора. Для быстрого охлаждения или прогрева воздуха есть турборежим. Понятно, что это максимальная интенсивность воздушного потока для быстрого результата. Регулировка работы горизонтальных жалюзи с пульта управления — это тоже важный момент и такое явное удобство. Вместе с изменением интенсивности воздушного потока можно легко настроить его направление для создания максимально комфортных условий в помещении. Отмечу еще режим I-Feel. По сути, это более точный контроль температуры. Кондиционер получает данные о ней с пульта дистанционного управления. Он часто рядом с пользователем ведь находится. И вносит коррективы в свою работу, исходя из них, сравнивая с данными датчика на входе воздуха в кондиционер. В результате более корректная и эффективная работа кондиционера на охлаждение и обогрев, исходя из реальной температуры в помещении. В режиме SOM кондиционер автоматически повысит при охлаждении или понизит, если работает в режиме обогрева, установленную температуру на 2 градуса в течение 2 часов, изменяя ее на 1 градус в час. Плюс, конечно, здесь процессор установит низкую скорость вентилятора, чтобы минимизировать шум. Так создаются наиболее комфортные условия для сна. Функция автоматически выключится через 10 часов, и кондиционер вернется к прежним настройкам. Вернемся немного к воздушным потокам, в частности, к их распределению, направлениям.
Технология Smart Airflow работает в сплит-системах Dantex Advance и Advance Pro. Смысл в том, что в режиме охлаждения поток прохлады направляется вверх к потолку и потом уже постепенно распределяется по помещению, и вот нет неприятной такой направленной струи холодного воздуха. Тогда как в режиме обогрева, наоборот, поток как бы окутывает. Возникает своего рода эффект мягкого одеяла. У лопастей жалюзи кондиционера увеличенная площадь рабочей поверхности. Это увеличивает длину потока и создает эффект кондо, когда теплый воздух, он как бы налипает, движется вдоль поверхности, стены потолка и обволакивает объекты. Опять же, направленные неприятные струи теплого воздуха нет. Кондиционер нежно согревает. Это интересная и важная технология, интегрированная в модели Dantex, о которой точно стоит знать. В любом современном кондиционере есть фильтр, который защищает от пыли, теплообменник и предотвращает циркуляцию пыльного воздуха в помещении. В моделях Dantex Advance и Advance Pro он логично находится в воздухозаборнике сверху и легко снимается для очистки. Это нужно делать самостоятельно, раз в месяц будет достаточно. В моделях серии Advance Pro есть более продвинутые технологии очистки воздуха. И это, кстати, еще одно их отличие от Advance, помимо инверторного компрессора. Встроенный ультрафиолетовый излучатель, стерилизатор, уничтожает до 99% бактерий, находящихся в воздухе, повреждает их белок и ДНК. По сути, это фотокатализ. Кроме того, здесь есть так называемый биполярный генератор ионов BIGK. По сути, это генератор холодной плазмы. Все равно ничего не понятно, да? Так вот, в отличие от обычной ионизации, воздух насыщается как отрицательно, так и положительно заряженными ионами, что дает более эффективную очистку воздуха, в том числе разрушение за счет окисления бактерий и вирусов. Итак, современные способы очистки воздуха, помогающие созданию более здорового и комфортного микроклимата в помещении, это полезные технологии, которые вы получаете в сплит-системах Dantex Advance Pro. Сам кондиционер тоже должен быть в порядке, чтобы эффективно работать и долго служить. Теплообменник внутреннего блока защищен противопылевым фильтром, но есть здесь в моделях обеих серий и специальный режим самоочистки для него. Теплообменник при активации этой функции дополнительно просушивается потоком проходящего через него воздуха после остановки режима охлаждения в течение нескольких минут, чтобы не развивалась плесень. Но вы уже поняли, что есть пульт дистанционного управления, нормальный, современный, удобный пульт, такой не очень большой и не слишком маленький, хорошо лежит в руке. Но если нужно удаленное управление, то есть мобильное приложение. А в контексте кондиционера это очень удобно. Можно, например, включить по дороге с работы в жару и приехать в уже охлажденное помещение. Разве не круто? Или кому-то из близких, кто остался дома и не очень разбирается в управлении кондиционером, можно настроить удаленно, создать комфортный микроклимат. В детской контролировать в этом плане все. В общем, плюсов много, мобильное приложение есть, но сама функция удаленного управления, она опциональная. Некоторые моменты, связанные с конструкцией кондиционеров Dantex. Они интересны и характерны для моделей как серии Advance, так и Advance Pro. В частности, это касается внутреннего блока. Тут прокачали многое. Легко снимаемая нижняя пластина, простой и быстрый доступ к внутренним элементам конструкции. Для легкого монтажа или демонтажа всего внутреннего блока есть специальные фиксаторы. Тут все максимально удобно. Здесь увеличено пространство для трубопроводов. Так удобнее монтировать, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание внутреннего блока к поверхности стены, на которой он висит. Плюс, по классике, конечно, есть выделенное пространство для электропроводки. Почему я делаю на этом акцент?
Ну, потому что множество проблем с кондиционерами возникает из-за некачественного монтажа, а здесь он упрощен и, соответственно, проблем, ну, скорее всего, будет меньше. Основной каркас внутреннего блока имеет на 2 винта меньше, чем обычно. Ну, опять же, это легкость проведения обслуживания и любых работ. А испаритель вообще зафиксирован одним винтом, часто их 4, причем вполне надежно. В общем, на эти решения я бы тоже обратил внимание. Итак, мы изучили сплит-системы Dantex серии Advance и Advance Pro. Напомню, отличие тут прежде всего в компрессоре. В серии Pro он инверторный, плюс модели Advance Pro, ну, прокачанный, скажем так, в контексте очистки воздуха. Есть и ультрафиолет, и разнозаряженные ионы для нейтрализации бактерий и вирусов. В обычных Advance только противопылевой фильтр. В остальном эти модели схожи, ну, одна платформа. А да, как-то я упустил дизайн. В целом это, конечно, классика. Ну, для любых интерьеров будет норм. Но важно, что здесь не глянцевый, а матовый корпус. Я, честно скажу, устал от глянца в бытовой технике вот в дизайне. Здесь матовый хороший пластик. В обеих сериях, кстати, по несколько моделей разной мощности, рассчитанных на помещения, соответственно, разной площади. Нормальные, реально современные кондиционеры с хорошей функциональностью за свою цену, с опциональным удаленным управлением. Dantex Advance и инверторные Dantex Advance Pro.